Ты приходишь ко мне и о чем-то просишь меня, но делаешь это без уважения. Ну, вы все, наверное, знаете эту фразу Дона Корлеоне из фильма «Крестный отец». И всем известен этот антураж мафиози. Ребята в двубортных костюмах, с платками, в шляпах, в руке Томми Ган, рядом какая-то красавица, виски. И, значит, вся вот эта вот лихая тусовка друг друга стреляет, участвует еще каким-то образом в шоу-бизнесе, и вот это вот мафия. Сегодня мы поговорим о мафии, но, конечно, это не опереточная структура, это реальные вещи, это очень серьезные люди, это организации, которые развивались на протяжении 2 столетий, и вот все эти разговоры о конспирологии, о мировом правительстве, по большому счету, все, что я сегодня вам расскажу, в полной мере соотносится с деятельностью криминальных группировок. И если уж говорить о каком-то мировом правительстве, то, конечно, в первую очередь надо говорить о них. Итак, мафия. Итак, что такое мафия? Объективно говоря, термин «мафия», сама этимология этого слова до конца не ясна. Есть расхожее утверждение, что мафия – это аббревиатура сицилийского лозунга «Смерть Франции, вздохни Италия». Вот по первым буквам этих итальянских слов сложилось слово «мафия». Сицилия долгое время, почти 2 столетия, она была под властью совершенно разных государств. Она постоянно пыталась обрести независимость, и на Сицилии сформировались отряды, которые можно назвать национальным сопротивлением, партизанами, национальной обороной. А на самом деле такие полукриминальные, в общем, группировки суровых сицилийских парней, которые имели свою структуру, которые имели своих руководителей, которые оказывали, в общем, сопротивление на тот момент французам, которые оккупировали Сицилию. Объективно говоря, конечно, мафия стала интернациональным термином уже применительно к американской мафии, но рождение структуры — это сицилианские криминальные ребята, и сицилийская мафия называется Коза Ностра. Наше дело. Вот так до сих пор называется эта организация. Начиная с середины 19 века Италия, которая занимается объединением, итальянское королевство привлекает сицилийцев в личную охрану короля, привлекает их для всевозможного рода сложных поручений, шпионаж, стрельба. Это нельзя назвать частной военной корпорацией, но тем не менее это вот были такие военизированные головорезы, которые вполне себе были на службе у итальянского королевства, и с боссами Коза Ностры итальянская аристократия водила дружбу, и, в общем, ничего зазорного в этом не было. Параллельно очевидно, что ребята получают власть, и они начинают на Сицилии заниматься криминальным промыслом. В тот момент какой это криминальный промысел? Ну, во-первых, контрабанда. Во-вторых, всякого рода начинающаяся коррупция, поборы, рэкет. Ну, это даже нельзя было назвать рэкетом, то есть это были такие деньги, которые Коза Ностра брала за защиту бизнеса, за защиту ремесленников. И тогда это все, конечно, было очень регионально и очень несерьезно, но тем не менее, несерьезно в объемах, имеется в виду финансовых, но структура уже зародилась. У структуры была четкая дисциплина, у Коза Ностры был свой свод законов и свод правил, который будет действовать до сегодняшнего дня и действует до сегодняшнего дня, начиная кровной мести и заканчивая тем, что ты не можешь ни с кем, кроме членов семьи, говорить о работе, да, говорить о бизнесе мафии. В конце 19 века экономическая ситуация в Италии ухудшается, и итальянцы начинают приезжать в Америку. Приезжают не только сицилийцы, приезжают неаполитанцы, приезжают жители Калабрии, то есть, в общем, все, кому в Италии неуютно, плохо, бедно, или просто люди, которые хотят попробовать какую-то новую территорию, они все начинают приезжать в Америку. Приезжают они в Нью-Йорк, в Нью-Йорке они начинают каким-то образом устраиваться, и, собственно говоря, они в Нью-Йорк с собой приносят понятия и приносят все то, чем они жили в Италии. И вот на начало 20 века в Нью-Йорке 2 крупных бандитских группировки. Одна группировка — это сицилийцы, это Коза Ностра, и вторая группировка — это Каморра. Это мафия, которая родом из Неаполя. И вот эти 2 итальянские структуры начинают делить бизнес Нью-Йорка.
Ну, прежде чем поделить бизнес Нью-Йорка, они, конечно, сталкиваются с головорезами, которые там уже есть, а это ирландцы. Вы наверняка смотрели фильм «Банда Нью-Йорка», и там, в общем, это очень хорошо показано, конец 19 века, как вот эти вот джентльмены с револьверами друг друга стреляют, убивают и занимаются, в общем, всяким криминальным промыслом. И вот туда приезжают итальянцы, у которых уже есть четкая криминальная структура, есть разделение. Босс, заместитель босса, консильери, бойцы, сборщики информации. И вот эти люди начинают осваивать Нью-Йорк. На Манхэттене есть чем поживиться. Это притоны, проституция, нелегальные азартные игры, контрабанда. И итальянцы, благодаря своей, в общем, сплоченности, благодаря своему организаторскому таланту, ирландцев достаточно быстро выживают. И здесь, на самом деле, в чем были сильны итальянцы? Что Коза Ностра, что Каморра, две разных мафии, да, из Сицилии, из Неаполя, они сильны своими родственными связями. То есть это не просто какие-то Вася, Петя и дядя Юра объединились, а это все люди одного клана. Брат, племянник, брат брата, члены одной фамилии, второй, которые объединены кровными узами. Когда-то прямыми, когда-то через поколение, но тем не менее это один клан. Естественно, что когда их хватали полицейские, никто не сдавал своих родственников, и допросы их вообще усложнялись, и посадить их было достаточно тяжело. Чем еще итальянцы отличались от ирландцев? Вот первое упоминание о мафии — это Новый Орлеан, вторая точка на карте Соединенных Штатов Америки, куда двинулась итальянская иммиграция. Это Нью-Йорк и Новый Орлеан. И вот в конец 19 века полицейский пристав Дэвид Хеннесси, он местных итальянцев за что-то прихватил, и местные итальянцы его просто завалили. И вот тогда впервые прозвучало слово «мафия» в Америке. В Америке оно приживется. Если в Италии до сих пор, я позже об этом расскажу, есть 5, на самом деле 4 крупных мафиозных группировки, каждая из которых называется по-своему Коза Ностра, это Каморра, это Сакра Корона Унита и, соответственно, Ндрангета, самая жестокая криминальная группировка в Италии, то в Америке все называется мафией. И вот, собственно говоря, итальянцы с первым этим убийством в Новом Орлеане, они выходят, что называется, на сцену. Они не боятся стрелять в полицейских, они, повторюсь, очень крепко держатся за свои родственные связи, их очень тяжело поэтому привлечь. В общем, итальянцы к 1915-1917 году, в России революция большевиков, а там итальянская криминальная революция, ирландцы вытеснены, и, собственно говоря, два вот этих клана, сицилийцы и неаполитанцы, начинают делить Манхэттен. Делят они его с поножовщиной, с убийствами заказными, с револьверными перестрелками. Эта война, война Каморры и Коза Ностры, она продолжается пару лет, и в конце концов неаполитанцы разгромлены. Более того, дело довершает полиция Нью-Йорка. У одного из попавших под арест неаполитанцев сдают нервы, он начинает стучать, будем говорить, и сдает всю структуру. И поэтому тех, кого не дорезали сицилийцы, забирает нью-йоркская полиция. И вот с этого момента, с 1919 года, сицилийцы в различных, будем говорить, подвидах будут управлять криминальной Америкой. Друзья, лето в самом разгаре, а это значит, что сезон шашлыка идет полным ходом. Я, как давний любитель этого блюда, всегда уделяю большое внимание мясу. Важно, чтобы мясо было не только вкусным, но и легким. Поэтому я всегда готовлю шашлык из индейки Indie Light. В этом сезоне Indie Light представили новую линейку своей продукции, от которой просто невозможно оторваться. Это шашлык из белого и красного мяса, а также колбаски для гриля. Самое крутое в этом всем – все производится очень быстро, готовится быстро. А маринады подчеркивают яркий вкус шашлыка. Шашлык из индейки – это новая классика сезона. Если вы еще не пробовали, я очень рекомендую это сделать прямо сейчас. А ссылка на классные рецепты от Indie Light, как вы думаете, где? В описании. Мы на протяжении этого выпуска все время будем скакать между Америкой и Италией, потому что
связи неразрывны, они существуют до сих пор. Одна часть итальянцев уехала в эмиграцию и раскрутилась, что называется, в Америке, вторая часть осталась на исторической родине. Будет постоянный обмен, боевики будут приезжать из Италии, а американские мафиози будут бежать из Америки в Европу, и все это будет продолжаться на протяжении многих десятилетий, поэтому мы будем постоянно перемещаться между этими странами. Итак, в Нью-Йорке победили сицилийцы, победила Коза Ностра. В этот же момент 20-е годы в Европе. Что происходит? Италия уже единая, и к власти приходит фашистский режим Бенито Муссолини. Муссолини очень популярен, он на диком подъеме, он консолидировал страну, фашистская идеология победила, и он, в общем, лидер нации. Ему подчиняется полиция, армия, ну, понятно, кто подчиняется вождю, все государственные структуры. Но есть нюансы, этим нюансом являются сицилийцы. Существует версия, что Бенито Муссолини в начале 20-х годов приехал с визитом на Сицилию и озаботился собственной охраной. И местный сицилийский босс снисходительно ему сказал: «Бенито, ну зачем тебе охрана? Ты же здесь мой гость, ты под моей защитой». Муссолини улыбнулся, сказал: «Да, конечно, это очень приятно». И когда вернулся обратно в Милан, сказал, что мафию необходимо уничтожить. Они берут на себя государственные функции, насилие. Вот это что значит, ты под моей охраной, ты под моим покровительством? Он вообще кто такой? Он просто преступник. И Муссолини объявляет мафии войну. И, собственно говоря, с начала 20-х до середины 20-х годов сицилийская мафия, Коза Ностра, терпит огромные убытки. Их сажают. Понятно, что фашисты ни с кем не церемонятся, никаких там состязательных процессов с адвокатами быть не может. Всех сажают, причем мафиози ловят достаточно жестко, берут в заложники семью. Семья в какой-то момент выдает место, где скрывается член мафии, и его потом арестовывают. К середине 20-х годов сицилийцы понесли достаточно ощутимый урон, и часть из них уехала в Соединенные Штаты Америки. И Муссолини для Коза Ностры является врагом, которому они потом отомстят, забегая вперед. Во время Второй мировой войны они отомстят Муссолини. Но пока еще войны нет, пока 20-е годы, и мы обратно переезжаем в Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки происходит вещь, которая мафию сделала мафией, то есть несказанно обогатила. В Америке принимается сухой закон, который действует десятилетия, с 20 по 30-е годы. И, собственно говоря, цель-то благая, да, ну, чтобы люди не спивались, давайте, значит, полностью запретим спиртное. По факту, чтобы не вдаваться в долгие экономические выкладки, я вам скажу следующее. В штате Нью-Йорк сухой закон не соблюдался на 95%, в штате Калифорния на 83% не соблюдался сухой закон. Что это значит? Люди продолжали пить. Если нет официального алкоголя, они покупают алкоголь в подпольных барах. И все эти подпольные бары расцветают пышным цветом. В страну импортируются нелегально бутлегерами канадские виски, спирт, даже русская водка. То есть все, что горит, все нелегальными тропами, через Великие озера, через море, через сухопутную границу с Канадой, все завозится в Соединенные Штаты Америки и распространяется среди подпольных казино, среди сети букмекерских контор. Америка продолжает пить. И вся эта история под контролем мафии. В этот момент на сцену выходят совершенно легендарные люди. Это Лаки Лучано, это голландец Шульц, это Мейер Лански, и это, конечно же, Аль Капоне. Аль Капоне — человек из Чикагского синдиката, который, наверное, самый известный гангстер, но, конечно, не самый крутой, и вы дальше поймете почему. Просто в свое время Аль Капоне был подхвачен средствами массовой информации. Он был щеголеват, он любил раздавать интервью, и, собственно говоря, он стал героем сначала желтой прессы, а потом, впоследствии, уже после своей смерти, Аль Капоне стал героем многочисленных фильмов, сериалов, и вот это вот такой очень узнаваемый образ. Вот он, человек в шляпе, Аль Капоне, глава всей американской мафии. На самом деле, конечно, это было не так. Аль Капоне вырос с улицы, и он стал очень значимым человеком в чикагском синдикате. Чикаго находится довольно близко к канадской границе, через озеро переехал, и вот тебе Канада. Из Канады рекой течет виски. И ребята Аль Капоне ставят это на поток. Что
не то чтобы нового, а как модернизировал мафию Аль Капоне. Он начал очень много денег раздавать полицейским. Коррумпированы были все. Шеф полиции, замшефа полиции, прокуроры, судьи, адвокаты. Деньги платились всем. И если вот вы хотите посмотреть наиболее близкий к реальности фильм, который называется «Неприкасаемые». Там играет Кевин Костнер главную роль. Вот как была создана специальная бригада ФБР, которая десантировалась в Чикаго. Почему они неприкасаемые? Потому что они начали набирать людей, которые не были связаны с Чикаго, не были замазаны в коррупционных схемах. И только после этого им удалось обложить Капоне. И Капоне в итоге, конечно, посадили не за заказные убийства, которыми он промышлял, не за коррупцию. Аль Капоне был посажен в тюрьму за неуплату налогов. И, в общем, это любимая история американского правосудия, потому что неуплата налогов, она вариативна. От 5 до 25 лет, в зависимости от суммы. В общем, в конечном итоге Аль Капоне был посажен в тюрьму, где и скончался. Но до этого он, конечно, стал совершенно легендарным лидером мафии. И в этот же момент мафия становится очень крупной и очень богатой структурой. В каждом американском городе есть несколько семей, которые контролируют все виды криминального бизнеса. Но бутлегерство, сухой закон — это основные деньги мафии. Это совершенно фантастическая прибыль, потому что люди всегда хотят пить. Вчера они пили, условно говоря, по 5 рублей. Теперь это запрещено, значит, они будут пить по 15. И вот по 15 вся Америка пьет. Друзья мои, я уже не раз убедился, что грамотные инвестиции — это отличный способ заработка. Еще круче, когда ты это сделаешь на стабильной и удобной платформе. Поэтому я рекомендую вам платформу JetLand. JetLand — это инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. Проще говоря, это когда физлицо может инвестировать в разные виды бизнеса. Крутость JetLand в том, что заявленная доходность соответствует ожиданиям. Если же говорить цифрами, то за 2,5 года доходность акций через инвестиционную платформу составила более 40%, тогда как показатель доходности акций за прошедший период 28%, а в облигациях всего 19,2%. Согласитесь, это отличный результат. Ну и самое крутое, инвестировать с JetLand очень удобно. Давайте посмотрим, как работает это мобильное приложение. Разобраться здесь может каждый. На главной странице есть вся необходимая информация. Все о рынке и компаниях, в которые можно инвестировать. Аналитика, ваш портфель и, конечно же, поддержка. Пополнить счет очень легко. Проходите регистрацию и зачисляете на счет комфортную сумму. Далее на основе аналитических данных подбираете подходящие варианты. Либо воспользуйтесь автоинвестированием. Заходим, ставим необходимые значения и выбираем оптимальный из предложенных вариантов. О своих результатах я расскажу вам обязательно в самое ближайшее время. А вы не теряйте времени и начинайте инвестировать с JetLand. Перейдя по ссылке в описании, в течение 24 часов вы получите дополнительно 5% к доходу от своего первого инвестирования. А мы возвращаемся в историю. В этот же момент у мафии появляется большой свободный кэш, большие свободные деньги, которые мафия хочет куда-то вкладываться. И в этот же момент в структуре американской мафии начинаются первые противоречия. На сцену выходят ребята из еврейских кварталов. Это прежде всего Мейер Лански, к которому я вернусь в середине нашей программы, и который на самом деле, в моем понимании, самый крутой мафиози Америки. Это голландец Шульц и это Бакси Сигал. Вот эти три парня из еврейского квартала, три человека из Нью-Йорка, Ланский не из Нью-Йорка, он родился в Беларуси. Эти парни привносят в мафию совершенно другой вайб, как сейчас говорят. Они начинают строить бухгалтерию, потому что деньги мало просто зарабатывать, их мало просто прятать по подвалам. Их надо куда-то вкладывать, и их надо научиться отмывать. Пока это не столь существенно, потому что американская налоговая система не столь совершенна, какой она будет в 70-х годах. Под налоговой системой я понимаю не законодательство, а то, как люди преследуют, налоговые полицейские преследуют за неуплату, как они выявляют преступные схемы. Пока это все в зачаточном состоянии, у мафии огромное количество черных денег, и мафия их начинает вкладывать. И вот здесь начинается главная история начала 20 века. Сицилийские кланы работают так, как было заведено у предков. Ты можешь работать только с родственниками, если не с родственниками, то с итальянцами. Никаких вот этих вот еврейских бухгалтеров,
никаких латинских бойцов вышибал, у тебя этого быть ничего не может. Ты можешь работать только с итальянцами. И, естественно, все это в какой-то момент начало консервироваться, потому что стала возникать еврейская мафия достаточно сильная. Там умные ребята, они знают, как работать с налогами, они знают, как работать с деньгами. Но вот эти вот старые криминальные авторитеты не дают с ними сотрудничать, не дают их брать семью, это вообще запрещено. Просто не дают с ними бизнес никакого вести совместного. И все эти старые лидеры мафии, которых между собой молодые мафиози зовут усатые питы, они в какой-то момент всех достали. Потому что они сидят и вот как в 19 веке пытаются управлять криминальным бизнесом. А бизнес другой. Как и любой бизнес, криминальный бизнес развивается. В какой-то момент среди молодых ребят начинается недовольство. Лидер этих молодых мафиози — это Лаки Лучано. Лаки, то есть счастливчик, это не его имя, это его кличка. Лаки Лучано, который пока еще не босс мафии, но человек, который подает большие надежды. И, собственно, он дружит с Мейером Лански, с еврейским мафиози, с которым, в общем, ему запрещают вести дела. Еврейская мафия уже на бутлегерстве заработала огромное количество денег, и, собственно говоря, они очень круто развиваются. Очевидно, что недовольство молодых старыми не могло обойтись без войны. И, конечно, усатые питы свои кресла не отдавали. И молодые должны были эти кресла вырвать с кровью, что они впоследствии и вырвали. В 1929 году начинается событие, известное как Костеломарская война. Это война между двумя сицилийскими семьями. Семьей Джо Массерия против семьи Сальваторе Маранцана. Это два усатых пита, два мафиозных деда, которые, конечно, делят бизнес, которые делят Манхэттен и, в общем, делят Америку, на самом деле, уже, потому что мафия разрослась до такой степени, что в каждом городе, как я вам уже говорю, по несколько семей. На бутлегерстве во время сухого закона огромные деньги были заработаны, и, собственно говоря, сухой закон в 30-м году отменили, и этот ручеек стал денежный пересыхать, а потом и исчез вовсе, и, соответственно, надо было поляну каким-то образом делить. После череды заказных убийств, перехода из одного клана в другой, подстав, массовых расстрелов из томиганов, взрывов машин. В общем, там была действительно двухгодичная жесточайшая война. В 1931 году война заканчивается, и Джо Массерию убивают, и, соответственно, Сальваторе Маранцано становится капо ди тутти капи, то есть главой всех боссов. Он вводит жесточайшую структуру. В общем, это точка отсчета, потому что титул босса всех боссов — это человек, который управляет всей криминальной структурой итальянской мафии в Америке. Делается очень жесткая структура. В каждом городе может быть только одна семья главная, которой подчиняются все. Эта семья отвечает перед Нью-Йорком. В Нью-Йорке 5 семей вместо одной, потому что Нью-Йорк большой и богатый. Но все вместе подчиняется капо ди тутти капи, то есть боссу боссов. Он принимает решения, он отдает приказы, он говорит, что этого человека надо убить, этого человека надо повысить, этого человека надо расстрелять, там надо дать денег, в этого полицейского нужно убить, сюда нужно вложить деньги, отсюда вынуть и так далее и тому подобное. Мафия становится той структурой, которую мы понимаем сейчас. Жесткая криминальная организация. В каждой семье есть босс. У босса есть консильери, советник, есть заместитель босса, есть бухгалтер мафии, есть бригадиры и есть бойцы, которые держат улицу. И вот эта вся структура происходит в каждом городе. Вот эта фактически жесткая вертикаль, она сохраняется по сей день. Это позволяет мафии быть очень мобильной, очень дисциплинированной и приумножать свои богатства. Маранцано был первым боссом всей американской мафии, но царствовал он недолго, потому что тот конфликт, о котором я вам начал рассказывать, он уже зашел в тупик. Все молодые ребята итальянские, они с дедами мириться больше не хотели. Они понимали, что бизнес меняется, что надо работать с конкурирующими группировками, с еврейской мафией, вкладывать деньги, а там на Кубе какое-то шевеление, а здесь казино началось, а старые что-то говорят, что, может быть, казино это неправильно, а появились наркотики, а наркотиками вообще, наверное, не надо торговать. Торговать надо всем, заниматься надо всем, от контроля проституции до контроля нелегальных букмекеров. Вот этот конфликт молодых со старыми закончился тем, что подручные Сальваторе Маранцано, первого американского босса, его подручные — это Лаки Лучано, Вита Дженовези, это Фрэнк Костелло и Бакси Сигал с Майером Лански. Они в какой-то момент организовали заказное убийство. Маранцано был расстрелян. На сцену выходит
легендарный мафиози. Я вам уже сказал, что самый раскрученный Дон Капоне, но самым большим, самым влиятельным он, конечно, никогда не был. А вот Лаки Лучано, который становится главой и боссом всех боссов после смерти Маранцана, вот он, конечно же, легендарный парень. Лаки Лучано получает уже жесткую вертикальную структуру, он становится боссом боссов, но одно из первых его решений — это работа с еврейской мафией. Лучано организовывает структуру, которая называется «Большая семерка». Ну, «Большую семерку», конечно, его назвали журналисты. Я не думаю, что в реальности они где-то между собой это так называли, хотя, может быть, и называли. Это 5 нью-йоркских семей, 5 нью-йоркских кланов и 2 человека. Это Мейер Лански и Бакси Сигал. Лански вы будете постоянно слышать фамилию. Это был самый умный человек в американском криминальном мире. И вот эта вот большая семерка, 5 сицилийских семей плюс 2 еврейских криминальных бизнесмена начинают делать серьезные дела в Америке. Под контроль ставится проституция. Под контроль ставятся незаконные горные дома, мафия начинает вкладывать деньги в открытие собственных казино, и тогда появляются первые прачечные. Когда мы говорим отмыв денег, вот они отмыли деньги, что это такое? На самом деле отмывка денег — это довольно простая вещь. У тебя много черных доходов, которые ты собираешь с улицы, да, ты собираешь их с всех незаконных сделок. Но тебе нужно покупать какие-то дома, машины, тебе нужно иметь какой-то серьезный бизнес. Ты не можешь туда вложить черные деньги, потому что все-таки налоговое законодательство в Америке достаточно жесткое. Поэтому деньги надо отмыть. Как можно отмыть деньги? Деньги отмываются только в тех местах, где большая проходимость. Где большая проходимость? В ресторанах и барах и в прачечных. Люди туда приходят, платят наличными, и фиг его знает, сколько тебе на самом деле принесли, условно говоря, рубашка постирать в день. 100 или 500. И понятно, что работала структура очень просто. У тебя есть сеть баров, сеть пиццерий, у тебя есть сеть прачечных, в которых ты декларируешь огромную выручку, что там огромный биток клиентов, на самом деле там клиентов не так много. Ты заводишь все черные деньги, якобы полученные от гостей ресторана, и декларируешь как свою выручку, вот у тебя уже чистые деньги. Эту схему придумал Мейер Лански. Эта схема действует так или иначе по сей день во всем мире. Когда мы используем термин прачечная мафия, вот так это на самом деле и работает. Действительно, первыми отмывочными конторами были прачечные. Вторая структура, которую создает Лаки Лучано, это корпорация убийств, Murder Inc., как ее называют нью-йоркские журналисты. И во главе ее становится Альберт Анастасия. Это ребята, которые занимались заказными убийствами. Мафия становится более индустриальной, что ли. Это уже не происходит так, как происходило в 19 веке. Надо убить вот какого-нибудь, условно говоря, Паула. Кто будет убивать Паула? Да вот, давайте Берту возьмем, он же хорошо стреляет. У нас есть организация, департамент, который занимается заказными убийствами. Они тщательно продумывают, они выбирают пути отхода, они придумывают алиби на тот случай, если их схватят полицейские и так далее и тому подобное. И заказные убийства становятся на поток, они становятся таким же ремеслом. Ты отвечаешь за проституцию, ты отвечаешь за незаконные ставки на бегах, ты отвечаешь за подпольные притоны, а ты занимаешься убийствами. То есть у Лаки Лучано в этом плане все было поставлено на поток. Он стал действительно строить из сицилийской мафии, из американской уже теперь мафии, жесткую корпоративную структуру. К 1935 году в американской мафии жесткая структура, верхушка руководителей выглядит следующим образом. Лаки Лучано — это босс боссов, Вито Дженовези — его заместитель, подбосс. И Фрэнки Костелло — это консильери, то есть советник. И вот этот триумвират, он так или иначе является топ-менеджментом американской мафии. Как я уже сказал, Лаки Лучано строит абсолютно корпоративную структуру, он является на самом деле эффективным менеджером. Те отрасли его производства, которые были неэффективны, они сразу просто превращались в решето с помощью томиганов, поэтому все у него работало очень хорошо. Все заканчивается в 1936 году, Лаки Лучано оказывается в тюрьме, его хватает полиция, начинает отбывать срок. Его
заместитель Вито Дженовезе становится главой мафии, но главой мафии становится только на год. В 1937 году по обвинению в заказном убийстве он может попасть в тюрьму, и, соответственно, Вито Дженовезе бежит в Италию. Боссом мафии становится Фрэнки Костелло, с которым будет связано много курьезных анекдотических историй, но он до 50-х годов будет рулить американской мафией. Собственно, от Фрэнки Костелло пойдет запрет для мафиози, который особенно в 60-х и 70-х будет всех раздражать, не торговать наркотиками. Потому что Костелло считал, что это дело не богоугодное, наркотиками торговать нельзя, он всем запрещал и всех, в общем, жестко карал за то, что если мафиози участвуют в наркотическом промысле. В 1933 году, за 3 года до того, как Костелло становится главой мафии, происходит еще одно важное событие. Мейер Лански, о котором мы вообще ни на секунду не забываем в этом выпуске, строит первое казино в Америке. Первое казино у него в Новом Орлеане, второе казино у него где-то еще, я уже не помню где, но это все не важно. Мейер Лански заходит на Кубу. Куба — это такой всеамериканский бордель. Там дешево, там красивые женщины, там всегда потрясающая погода, веселье, это такой американский курорт, там гостиничный бизнес. И вот Мейер Лански заходит на Кубу и начинает открывать там казино. Первое казино, которое он открывает, называется «Националь». Оно начинает молотить невероятные деньги. В общем, доходит до того, что Лански строит потрясающе коррумпированную историю. Все кубинские чиновники получают у него зарплату. Президент Кубы Батиста имеет не только зарплату, но и долю в казино Эль Националь. Ну и вообще, как Батиста становится президентом. За взятку в $250 тысяч ему продлевают президентские полномочия. То есть вы понимаете, да, это вот то самое сращивание мафиозных кланов и государства. Вот на Кубе оно было в полный рост. Куба принадлежала итальянской мафии, американской мафии уже в этот момент. И Мейер Лански стал тем человеком, который начал вкладывать деньги американской мафии в игорный бизнес. В 1939 году начинается Вторая мировая война. В какой-то момент, как вы понимаете, после Перл-Харбора в войну вступает Америка. Естественно, война не идет в самой Америке, но так или иначе все американское общество в эту войну вовлечено. В Нью-Йорке начинают действовать шпионы немецкие, диверсанты немецкие. Они пытаются срывать поставки оружия на фронт, они пытаются каким-то образом производить диверсии на торговых караванах. Что такое порт? Порт принадлежит мафии, конечно, потому что порт — это источник всего, это источник контрабанды, нелегальной доставки людей, вывоза людей. Конечно, он контролируется мафией, и вот там заводятся немецкие агенты. В этот момент происходит первый, наверное, такой серьезный контакт американского правительства и мафии. Мафия обращается к мэру Лански с просьбой помочь защитить порт Нью-Йорка от диверсантов. Почему к мэру Лански? Очень просто. Мэр Лански был евреем, он был жесточайшим антифашистом. Когда в Америке стали возникать полуфашистские организации, он всячески срывал их заседания, избивал их активистов. И делал это не за деньги, а просто потому, что он искренне ненавидел фашизм. И во время войны он будет очень помогать еврейским беженцам. Там, по $500 на каждого еврея, которого надо было размещать в Манхэттене. И это ему потом вы увидите, как зачтется. И вот мэр Лански, собственно, на него выходит ЦРУ и говорят: господин Лански, вот есть у нас такая проблема. На что Лански говорит: вообще никаких проблем нет, потому что мы сейчас, во-первых, все поможем, я знаю человека, и вы его знаете. Лаки Лучано, он 15 лет сидит уже, он сейчас все диверсанты, мы просто уши им отрежем, и все будет хорошо. И действительно, в Нью-Йоркском порту тишь, гладь и божья благодать. Там 5 человек ловят сразу и всех сдают правительству. И в какой-то момент заключается судебное соглашение, и Лаки Лучано выпускают из тюрьмы. И вот во время войны Лаки Лучано уезжает в Италию, потому что это была сделка со следствием, мы тебя выпускаем, но ты езжай либо в Мексику, либо в Аргентину, либо в Италию. Но он поехал, что называется, по месту прописки его родителей, поехал в Италию. И второй серьезный момент, вот высадка, знаменитая операция высадки на Сицилии американских войск, да, в конце уже Второй мировой войны. Почему они на Сицилии-то высадились? Ну, понятно, что там удобно, да, это вот конец сапога, но основной фактор, конечно, не этот. Основной фактор в том, что, как мы помним, Муссолини мафию очень жестко изничтожал в 20-х годах. И мафиози ему это не простили. И сицилийцы, Коза Ностра, это были именно те ребята, которые открыли, что называется, ворота в Италию, подсказали, где правильно высадить десанты, как наладить снабжение, где бухты. Это все, конечно, организовывал Лаки Лучано, который, как и Коза Ностра,
Бенито Муссолини ненавидел. И вот, собственно говоря, второй раз, когда мафия помогла американскому правительству. Здесь надо сделать небольшое отступление, потому что два человека в этот момент находятся в изгнании. Это Лаки Лучано и его бывший заместитель Вито Дженовезе. Так вот, Вито Дженовезе тоже сицилиец. Он работает с Муссолини. Муссолини дает ему подъемные, 200, по-моему, тысяч долларов. Он строит ему всякие разные бизнесы, нелегальные поставки лекарств, еще что-то. То есть один человек из мафии работает против Муссолини, второй человек работает за Муссолини. Вот таким образом, когда просто мы говорим, что у мафиози тоже есть честь и совесть, они никогда не нарушает своего криминального слова, это все, конечно, бред, где выгодно, там и хорошо. Поэтому вот Лаки Лучано помогает американцам с высадкой на Сицилии, а Вито Дженовезе помогает Муссолини, значит, зарабатывать какие-то деньги. Дальше происходит очень интересная история. Заканчивается война, Муссолини уже повесили вниз головой, и начинается суд. И Вито Дженовезе пытаются судить. Но судить не как мафиози, а как фашистского преступника, пособника режима. Здесь история умалчивает, как он отмазывается. Но ровно через год после окончания войны, в 1946 году, Вито Дженовезе занимается тем, что нелегально продает амуницию, съестные припасы, лекарства и списанные автомобили со складов американской армии. Более того, имеет письмо от интенданта американского, имеет письмо от итальянского консула в Нью-Йорке, что он, значит, помогает осуществлять эту деятельность. Дженовезе зарабатывает, вчера он еще зарабатывал с Муссолини, сегодня он зарабатывает с его врагами. Что делает второй изгнанник, это Лаки Лучано. Вы наверняка слышали много раз или когда-то слышали термин French Connection. Французский связной. Что такое французский связной? Французский связной — это сеть по поставке героина в Америку, которую организовал Лаки Лучано. Он находится в изгнании в Италии, делать ему нечего, и он придумывает с кем-то очень хитрую схему. Есть опиум, известный вам из опиумных войн, который где добывается? В Юго-Восточной Азии и в Турции. Опиум нужен для фармакологической промышленности. Большинство в тот момент лабораторий, которые работают для фармы, находятся в городе-герое Марсель. И вот они, значит, принимают опиум и, соответственно, очищают его, и он используется в лекарствах. Процентов 20 опиума, который туда приходит, в эти лаборатории, немедленно изымается, переупаковываются и вместе с корсиканской братвой переправляется прямой дорогой в Нью-Йорк. Ну и в остатке распространяются по Европе. Вот эта сеть, которую построил Лаки Лучано, впоследствии многие будут это оспаривать, но считают, что это факт. Эта сеть называлась French Connection, французский связной. Экспорт героина из Юго-Восточной Азии и Турции через Марсель в Америку, она действовала с 30-х до 70-х годов. 40 лет люди зарабатывали невероятные деньги. И вот тогда бизнес мафии начал впервые глобализироваться. Потому что, с одной стороны, это была американская сторона, которая принимала наркотики, с другой стороны, сицилийская Коза Ностра, которая организовывала это все, и братва, которая сидела в Марселе, корсиканские бандиты, которые контролировали этот рынок. Вот она смычка, которая начала потрясающе работать. Война закончилась, на дворе 1946 год, мы обратно с вами переезжаем в Соединенные Штаты Америки. Мафия открывает следующее золотое дно после истории с бутлегерством. Это история с казино. История с казино очень тесно связана с другом Мейер Лански, с еще одним легендарным мафиози Бакси Сигалом. Бакси Сигал происходил из еврейской семьи, первые деньги заработал на том, что работал вышибалой, участвовал в заказных убийствах, потом он дико разбогател на сухом законе, и в 1937 году его перебросили в Калифорнию для того, чтобы он контролировал нелегальных букмекеров. Это деньги, которые принимали на скачках, огромные деньги на самом деле, и он очень хорошо с этим справился, поскольку вся информация о бирже и о скачках передавалась по телеграфу. Собственно говоря, одну телеграфную компанию он вытеснил в пользу второй, которая контролировалась мафией. Растет Голливуд. И вот начинается знаменитая история любви американских гангстеров и голливудских актрис. Первым в эту историю зашел Бакси Сигал. Он был совершенно очарован кино, он любил ходить на премьеры, у него было огромное количество любовниц. И, собственно говоря, Вирджиния Хилл, американская актриса, была любовницей Бакси Сигала. И в честь нее первое казино в Лас-Вегасе назовут «Фламинго». В общем, после букмекеров Бакси Сигал, по легенде, проезжал Лас-Вегас
и подумал, что неплохо бы здесь сделать американское Монте-Карло. Он поехал к своему другу мэру Лански, который уже тогда был фактически бухгалтером всей американской мафии, и сказал: мэр, а хорошо бы, вот как ты в Гаване зарабатываешь на казино Эль Насьонель, а давайте мы такой же в Америке сделаем. Лански договорился с итальянцами, Бакси Сигалу дали деньги, и в 1945 году открывается первое казино, называется «Фламинго». Такая кличка была у Вирджинии Хилл. Казино задерживается с открытием, и, собственно говоря, оно приносит сначала недостаточно денег. Более того, мафиози приходит информация о том, что Бакси Сигал жутко проворовался на стройке. Он раздавал левые подряды своим родственникам и фактически крысил деньги у мафии. И в 1946 году в Гаване происходит легендарная сходка американских мафиози. Там Лучано, там мэр Лански. И, собственно говоря, на этой сходке появляется в том числе Фрэнк Синатра. И это история, которую величайшего американского певца будет преследовать до конца жизни. Он был пару раз в Гаване. После этого он фотографировался со всеми практически боссами американской мафии. Но он говорил: ну что делать? Они приглашают меня на корпоративах. Мои друзья, что я буду им отказывать? Где-то его поймали или чуть ли не поймали, как было рассказано, с чемоданом кэша. Он вез миллионов долларов из Нью-Йорка в Калифорнию. У него было собственное казино, где в доле, как потом выяснилось, был клан Гамбино. То есть Синатра был вполне себе срочен с американской мафией, но любим мы его, как говорится, не за это. И вот в 1946 году в Гаване на сходе мафии Бакси Сигалу выписывают, что называется, смертный приговор. Он воровал деньги у своих, а он, значит, был убит. Его отмазывает мэр Лански, который говорит: ну, послушайте, Бакси мой друг, да, он проворовался, ну, дайте ему год, казино сейчас покажет прибыль, все деньги он вернет, а сейчас его убивать на полпути, в общем, как-то неправильно это. И Бакси вроде как прощен, но только на год. Через год, когда уже казино начнет приносить огромную прибыль, его застрелят на веранде собственного дома. Все казино, все активы будут моментально переписаны на американскую мафию. И вот мафия в становлении Лас-Вегаса сыграла, конечно, совершенно невероятную роль. Они вложили деньги в первые казино, и они стали зарабатывать невероятные барыши. В этот момент у мафии, конечно же, расцвет. После сухого закона им принадлежат вся игровая индустрия Америки. С одной стороны в Лас-Вегасе, а с другой стороны на Кубе, как я уже сказал. На дворе 50-е. И лидер американской мафии Фрэнки Костелло, о котором я вам уже говорил. Лаки Лучано в Италии. Вито Дженовезе пока еще в Италии. И вот Костелло безраздельно рулит американской мафией. С ним связаны две, можно сказать, забавные, а можно сказать, такие, в общем, истории, которые стали точками его падения. Вы наверняка слышали фильм «Анализируя это», где мафиози ходят к психоаналитику. Ну и, собственно говоря, с чего начинается клан Сопрано. Глава клана Сопрано приходит к психоаналитику. Вот эта история Фрэнки Костелло, который, будучи на вершине своего могущества в 50-е годы, начинает испытывать панические атаки, начинает испытывать стресс, потерю сознания, и он начинает ходить к психиатру, к психоаналитику. И психоаналитик в какой-то момент проговаривает своему другу-журналисту, что ко мне, знаешь, кто ходит? Фрэнки Костелло, вообще, босс боссов, да ты чего? И это все появляется в прессе моментально. Фрэнки Костелло разрывает отношения с психоаналитиком, я удивлен, что его не грохнули, но тем не менее его не грохнули. В мафии появляются первые вот такие слушки, что босс-то наш сошел с ума, потому что ну как может нормальный итальянский мужик ходить к психоаналитику? Он вообще кто? Голливудский актер, что ли? Или он что, может он женщина? Как это вообще возможно? Над ним начинают подсмеиваться. Это начинает бить по его репутации. А тут из Италии возвращается Вито Дженовезе, который до него был боссом до изгнания. И теперь он, в общем, хочет получить обратно свой трон. Но уже ему его Фрэнки Костелло не отдает. И Дженовезе начинает плести против него интриги, против Костелло. И Костелло делает, в общем-то, харакири. Как вы понимаете, 50-е годы — это расцвет не только мафии, это дикий экономический бум в Америке, и это расцвет американского телевидения. В американском телевидении все подчиняется формату шоу. Первые шоу появляются там. В этот момент уже не слухи о мафии, а разговоры о мафии, которые контролируют здесь все, из бульварных газет перекочевали в Сенат США. И вот сенаторы и конгрессмены инициируют расследование против мафии. ФБР ловит несколько десятков мафиози,
кто-то дает показания, кто-то не дает показания. Это все получает название «Слушники Фовера» по имени человека, который весь этот процесс начал. И шоу переносится в телевизор. Ежедневно вся Америка смотрит, как перед судьями предстают дилеры, сутенеры, мелкие бригадиры мафиозные, которые дают показания. Они начинают давать показания на ребят покрупней. У ребят покрупнее у всех есть свои адвокаты, и адвокаты говорят, не надо ходить на эти слушания, надо воспользоваться поправкой о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя, потому что пока никто не обвинен. Но своих адвокатов не слушает только глава мафии Фрэнки Костелло. Это удивительно, но человек настолько любил шоу-бизнес, красивые костюмы, первые полосы газет, ему очень льстило внимание, и вот он пришел на эти слушания, чтобы доказать, что он не босс боссов, а честный бизнесмен. И это превратилось в посмешище, потому что от каких-то вопросов он уходил, на какие-то вопросы он говорил, я не помню, а самое главное, что все это было в прямом эфире. И вот представляете, да, сидят серьезные ребята и говорят, ну наш действительно совсем с ума сошел. Он сначала к психоаналитику ходил, а потом поперся на телевидение. И он в прямом эфире что-то пытается спорить с судьями, с адвокатами. А главное, что это все унизительно, потому что ну, серьезные люди, они не ходят в телевизор, на радио. Это нельзя, мы так не можем жить, это не по понятиям. В общем, кончилось это для него фиаско, и в этот момент из Италии вернулся Вито Дженовезе, который, естественно, начал плести интриги. И, естественно, к нему потянулась часть американских семей, часть семей американской мафии, которым он сказал, ну при мне все будет по-старому, как при Лаки Лучано, но я все-таки не идиот, я не буду ходить к психоаналитику или в телевизор, ну вы что, с ума сошли? В общем, в какой-то момент он организовывает покушение на Фрэнки Костелло. Костелло спасает то, что в момент выстрела он поворачивает голову по направлению к киллеру, и пуля попадает ему в подбородок. После того, как он выживает, он отходит от дела, и Вито Дженовезе становится боссом боссов. Он становится абсолютным властелином, ему подчиняется вся американская мафия. Но американская мафия в этот момент уже сегментирована. В Нью-Йорке 5 семей, 5 кланов, они, в общем, каждый пытается отвечать за свое. В Калифорнии другая история, в Чикаго третья, а есть еще семья в Филадельфии, а есть семья в Бостоне, там еще канадские тоже бизнесмены, мафиози начинают контролировать порт свой, поэтому все приходит в движение. Вот той архаичной и той жесткой иерархии, которая была при Лаки Лучано, уже нет. И Вито Дженовезе пытается ее вернуть, как человек тоже тщеславный. Вообще тщеславие будет все время сопровождать мафию. Вот историю про щегольские костюмы, дорогие автомобили, вот это позирование перед папарацци, это все будет сопровождать американскую мафию итальянского происхождения до конца наших дней. И, собственно, сейчас это продолжается с тем или иным успехом. И вот Вито Дженовезе, он хочет возродить былую иерархию, и он зовет все семьи, глав всех семей на ранчо, на так называемую Апалачскую конференцию, чтобы все приехали, признали его уже боссом боссов, он всем, значит, продекларировал доброту своих намерений, или там, в общем, каким-то образом, чтобы это официально, декларативно состоялось его восшествие на трон. Это 1957 год. Апалачская конференция, так называемая, заканчивается фиаско. Потому что в какой-то момент простой полицейский видит, что в эти Апалачи съезжаются почему-то машины с нью-йоркскими номерами, чикагскими номерами, калифорнийскими номерами. Все гостиницы, все мотели вокруг оказались арендованы на целый уикенд. Приезжают какие-то серьезные, крепкие ребята. И он, естественно, пишет рапорт своему начальнику, а тот сообщает ФБР. И когда все эти семьи приезжают на сходку, их начинают ловить. Приезжают спецагенты, спецподразделения, и, в общем, вся эта Апалачская конференция, она заканчивается для Вито Дженовезе полнейшим фиаско. В конечном счете он попадает в тюрьму, и здесь начинается история совершенно другого рода. На сцену в Америке выходит клан Гамбино, который будет управлять мафиозным миром до начала 80-х годов, периодически вступая в войну с разными семьями, но так или иначе к Гамбино мы вернемся, пока давайте мы прыгнем в Италию обратно. 60-е годы в Италии
Я вам уже рассказал о системе французский связной. Вот этот вот героин, который в том числе в нем и участвовали сицилийцы, и эти огромные деньги в какой-то момент стали камнем преткновения. В Палермо начинается первая мафиозная война, как ее называют. Это война сицилийских кланов между собой. Война невероятно жестокая, с удержанием заложников, со взрывами машин, с вырезаниями семей. В течение 2 лет порядка 500 трупов с 2 сторон, и в конечном итоге, когда полиция вмешивается и начинаются массовые аресты, за 2 года было задержано 1500 человек на Сицилии. Это достаточно жесткая война, и, в общем, не такой, на самом деле, жесткий удар. Казалось бы, 1500 было арестовано. Ну, понятно, что арестовывали рядовых бойцов в основном и их бригадиров. После в тюрьму попадали редко в тот момент, но, тем не менее, это первая война на консолидацию, такие межклановые разборки в сицилийской Коза Ностре. И в конечном счете Коза Ностра вот на этой героиновой торговле выезжает, она становится такой серьезной группировкой. 2 года идет война, но впоследствии еще до начала 80-х годов Коза Ностра будет контролировать весь героин, который едет из Марселя в Нью-Йорк, и весь героин, который распространяется по европейскому континенту. В Америке в тот момент начинается совершенно другая игра. В 70-е годы в Америку приезжает кокаин. До этого кокаин в Америке есть очень спорадически, эпизодически, и, собственно говоря, он появляется в 20-х годах как богемный наркотик, потом он сходит на нет, и все это становится никому не интересно, но в 70-х на арену выходят колумбийцы. Начинается настоящий кокаиновый бум. Это всплеск ночной жизни, и, естественно, американская мафия мимо не проходит. Семья Гамбино начинает контролировать кокаиновый бизнес, и вот здесь вторая связка глобализации. Первая была в героиновом бизнесе, вторая в кокаиновом, потому что колумбийские наркокартели достаточно далеко находятся. Производят они кокаина огромное количество. Для того, чтобы его транспортировать, нужна логистика. Для того, чтобы логистику контролировать, нужно коррумпировать береговую охрану США, полицию. Потом эти деньги нужно собрать с улицы. С улиц помогают собирать черные группировки. После этого деньги нужно каким-то образом отмыть и вывести, разложить по счетам. Вот здесь американская мафия становится транснациональной корпорацией. Здесь у них связи с Колумбией, тут у них связи с родственниками на Сицилии и в других регионах Италии. А здесь появляется Швейцария. Мейер Лански, он все еще на сцене, тот человек, который начал открывать первые счета в Швейцарии для американской мафии. В конце 80-х, в начале 90-х, когда ряд швейцарских банков попадет под санкции, он попадет под санкции именно по этой причине, потому что вместе с Люксембургом эти банкиры отмывали деньги американской и колумбийской мафии, открывали счета на подставные лица, на подставные компании, так называемые обезличенные счета, и там входили сотни миллионов долларов. То есть швейцарские банки сделали на этом огромное совершенно состояние, и человек, который все это придумал, был Мейер Лански. Как я уже сказал, колумбийцы выходят на сцену, и, в общем, в Америке начинает появляться серьезная конкуренция. С одной стороны, колумбийская братва, колумбийской мафии в подручных начинают появляться мексиканцы, пуэрториканцы и всевозможные латинские группировки. И на улице появляется сплоченная черная преступность, которая в 80-х, особенно в 90-х, будет уже серьезной силой. Пока она в подручных у итальянской мафии, но тем не менее вот эта первая конкуренция начинается, и эра Гамбино, которая началась в 60-х и закончится там приблизительно в конце 80-х, начале 90-х, она испытает ту же проблему, что испытала сицилийская мафия в Америке в 20-х годах. Старые методы руководства больше не важны. Весь этот консерватизм мафии, он никому не нужен. Новые технологии, общение с латинскими группировками. То есть в 60-х колумбийские картели считали за каких-то крестьян, которые что-то там производят. Ну, они кто такие? Мы же итальянцы. Все поменялось, потому что у колумбийцев стало гораздо больше денег. И вот это тоже, в свою очередь, реформировало мафию. Но в первую очередь, что изменило коренным образом структуру, это международные финансовые транзакции, когда деньги стали выходить из Соединенных Штатов Америки и распространяться по всему миру. Деньги мафии. Первый отмывочный центр — это Панама,
Второй отмывочный центр — это Швейцария и Люксембург. И дальше появляются Бермуды там, и все прочие названия островов, которых вы наверняка слышали. Вот Мейер Ланский — это тот человек, который структуру выстроил. Еврейский криминальный авторитет, будем говорить, человек с потрясающими мозгами, который, в общем, придал мафии ту структуру и придал ей то необходимое финансовую оболочку, которую мы видим до сих пор. И давайте все-таки про Мейера поговорим подробнее. Настоящая фамилия Суховлянский, он родился в Беларуси, хотя всем говорил, что в Польше. Он вырос на улице в Нью-Йорке, и в Нью-Йорке познакомился с Лаки Лучано. Дружба у них была потрясающим образом. Значит, Мейер Ланский занимался каким-то, ну они мальчишки, он занимался каким-то мелким криминальным промыслом, и к нему пришел Лаки Лучано и сказал: значит, послушай, еврей, ты мне должен платить $10 в неделю. Он сказал: ты что, с ума что ли сошел? Вот. Лаки Лучано позволил себе ряд антисемитских высказываний и вместе со своей братвой Мейера Ланский избил и отнял у него деньги. Прошла неделя, Ланский подкараулил Лаки Лучано, дал ему камнем по голове, обчистил все, что у него было с собой, сказал: если ты еще раз меня назовешь жидовской мордой, я тебе язык просто вырежу. Ты что думаешь, вы, итальянцы, только сами можете ножами махать? И с тех пор ребята подружились. И вот эта смычка, она работала долгие годы. Лаки Лучано занимался силовым прикрытием бизнеса, а Мейер Ланский решал вопросы. В общем, он сыграл огромную роль в становлении бутлегерского бизнеса. В 1937 году, как я вам уже сказал, он заходит на Кубу и открывает там первое казино. И, в общем, весь кубинский игорный бизнес, благодаря Мейеру Лански, становится под контроль мафии. Назначение Батисты, да, главы Кубы, за $250 тысяч было проведено ровно им. В Лас-Вегасе он поучаствовал. Это именно он, к нему пришел Бакси Сигел, чтобы взять деньги на открытие первых казино. Есть такой эпизод забавный, что когда в 1959 году к власти пришел Фидель Кастро, у мафии все отняли. И единственным человеком, который приехал на стрелку к Фиделю Кастро и Че Геваре, был Мейер Ланский. Вот этот еврейский человек в галстуке и в шляпе приехал и сказал: ну вы забрали же у братвы все, это очень неправильно. Мы, вероятно, будем вас стрелять. Вот. И там, в общем, был какой-то жесткий разговор, и все просто посчитали, что Ланский безумец, что он туда поехал. Но он уехал с Кубы живым, ничего спасти не удалось, все реквизировали революционеры. Уже после смерти Фиделя Кастро сын Мейера Ланский потребует вернуть деньги за казино Эль Националь, и процесс, по-моему, до сих пор идет. Кубинцы денег не вернули. Второй момент, в котором Мейер Ланский проявился, это помощь американскому правительству по борьбе с немецкими диверсантами и по высадке на Сицилии. И третий момент — это помощь евреям во время войны. Он личные деньги жертвовал на то, чтобы еврейских беженцев, которые бежали из нацистской Германии, размещать в Нью-Йорке. В общем, это сыграет достаточно важную роль через несколько лет, когда в 70-м году Мейер Ланский будет впервые обвинен в связях с мафией, впервые обвинен в неуплате налогов, в причастности к заказным убийствам, к нелегальному игорному бизнесу. Выяснится, что у него долговременная израильская виза, и он едет в Израиль. И когда его пытаются оттуда выкурить, Голда Меир, премьер-министр Израиля, скажет представителям ФБР: подождите, Мейер Ланский — это кто? Мафиози? Нет, мы такого не знаем человека. Мейер Ланский — это благотворитель. Он очень много помогал еврейскому народу. Он в Кипе все время ходит, посещает синагогу. Очень много оружием нам помогал. Вот сейчас, когда арабы на нас напали. Нет, это совершенно наш друг, мы его не выдадим. И 2 года Мейер Ланский сидит в Израиле. То есть, понимаете, да, на каком уровне человек, что называется, отмазали. Но надо сказать, что Ланский действительно был парнем религиозным. С религией связана его страсть к казино. Он деньги, которые ему дала мать на покупку халы, он их проиграл в детстве. И с тех пор сказал, что я зарекся, играть больше не буду, но поскольку он видел, как это можно легко проиграть, он решил, что это сумасшедший бизнес, и, в общем, начал инвестировать деньги в игорную промышленность, будем так говорить. 2 года Мейер Ланский сидит в Израиле, в конечном итоге его выдают в Соединенные Штаты Америки. Процесс длится 6 лет, по результатам процесса Ланский оправдан. Это просто уникальная история. То есть человек, на котором была завязана вся группировка, на котором были завязаны все деньги, он избегает правосудия. В 1976 году он оправдан, и, в общем, Мейер Ланский живет до преклонного возраста, он умирает в 81 год. Считается, что у него на счетах было
300 миллионов долларов, которые были оформлены на подставных лиц. После его смерти на его счете нашли только 57 тысяч. Он жил как скромный пенсионер, ну, по слухам, жил в фешенебельных особняках, в пентхаусе в Волдорф-Астории, но тем не менее он все время ходил пешком, выгуливал собачку. То есть в отличие от итальянских мафиози он не шиковал. И вот по его смерти нашлось 57 тысяч долларов. Это был самый умный человек, это был самый предприимчивый бизнесмен. И, конечно, он сделал мафию той структурой, которую мы во многом сейчас и знаем. История мафии в Америке, конечно, была бы неполной без рассказа о профсоюзном движении. Каждый раз, когда вы смотрите сериал про мафию американскую, обязательно там возникает в какой-то момент профсоюз строителей, профсоюз дальнобоев или профсоюз там какой-то еще. Считается, что вот несчастные рабочие попадали под гнет мафии, и мафия выжимала все деньги. Это и так, и не так. На самом деле профсоюзное движение Америки, которое представляет из себя огромную мощную силу, и мафия, две эти структуры были друг другу необходимы. В чем заключалось их сотрудничество? Профсоюзы обладают огромным количеством людей. Вот эти вот, например, взять профсоюз, ну давайте возьмем профсоюз дальнобоев. В чем его сила? Во-первых, он может организовывать забастовки. Если корпорации дальнобоям мало платят, например, давайте мы всеамериканскую забастовку сейчас устроим. Соответственно, корпорации как с этим боролись? Они подкупали штрейхбрейхеров, которые не участвовали в забастовке и продолжали возить грузы. Профсоюзы могли со штрейхбрейхерами договориться, типа, Вась, ну мы же тут все бастуем, ну что ты-то поехал, ну давай ты тоже будешь бастовать. Но не со всеми же можно договориться, кого-то корпорация уже купила, поэтому есть вот мафиози, к которому можно прийти и сказать, вот Вася во время забастовки выехал на трассу, можно ему по-братски шины проколоть, например, или избить бейсбольными битами. На что итальянцы говорили, ну конечно же можно. В ответ они тоже просили какие-то несущественные услуги. Например, ребят, там будет подряд распределяться по перевозке. Вы на нашу организацию в Оклахоме отпишите его, да, мы же там вам вот помогли, да, и вот это так вот. Таким образом это жило. Потом у профсоюзов были профсоюзные сборы. Это огромные совершенно деньги, которыми можно было распоряжаться. Распоряжались ими профсоюзные лидеры. Они вкладывали это в проекты мафии, в какие-то полулегальные схемы, зарабатывали огромные деньги. Мафия помогала профсоюзным боссам становиться политиками и объединять уже, например, не одну отрасль дальнобойщиков, а дальнобойщики плюс работники логистики, плюс работники авиационного сервиса и железнодорожных услуг. Вот такие вот конгломераты профсоюзов они пытались сколачивать. То есть, конечно, рабочие страдали, да, безусловно. А мафия и лидеры профсоюзного движения наживались, работали вместе рука об руку, и когда-то это заканчивалось сбоем, когда профсоюзные лидеры чувствовали себя политиками и уже говорили, знаете что, вы нам мафиозные друзья. Тогда их, конечно, расстреливали, но в основном все это вот с 50-х годов и по сей день это продолжается. Мафия американская, американские профсоюзы живут и, в общем, помогают друг другу зарабатывать деньги. В Италии мафия расцветает в 80-е. Это триумф мафии, когда на деньги преступных группировок коррумпированы практически все. Нефтяные концерны, начиная от Эни и заканчивая какими-то большими железнодорожными корпорациями, министры, полицейские, прокуроры, все в кармане у мафии, практически все. Мафия вообще позволяет себе все что угодно, группировки итальянские работают в тесных интернациональных союзах, и действительно 70-е, 80-е годы это расцвет мафиозных группировок, и это же, в общем, их расцвет неминуемо привел и к ответным действиям. В 70-е годы начинается так называемая Великая война мафии, и опять на Сицилии. Кланы сицилианских семей начинают воевать друг с другом. Клан Корлеонезе из города Корлеоне начинает войну с остальными участниками движения. Война опять жесточайшая, с расстрелами, с покушениями, с похищениями детей в заложники. Тогда же выделяется из Коза Ностра еще одна мафиозная структура, она называется Стидда. Это татуировка в виде звезды. И вот эти вот ребята на правах младших партнеров тоже хотят свою долю. Они включаются в эту войну. Война идет 10 лет, и в конечном итоге эти расстрелы массовые, при которых гибнут просто гражданские люди, взрывы машин,
Все это приводит в негодование широкую общественность, и на Сицилию высаживается прокуратура. Но мафия уже настолько сильна, что просто прокуроров расстреливают, прокуроров взрывают. Когда начинается полицейское давление, то есть на Сицилию натурально прибывают не карабинеры, а уже вооруженные формирования итальянской армии. В ответ люди из клана Корлеонезе бомбардируют поезд Неаполь-Милан и сваливают это все на левые группировки. Только в 90-х годах удается это раскрыть, что тип взрывчатки, который использовался при подрыве поезда Неаполь-Рим или Неаполь-Милан, Неаполь-Рим, кажется. Вот тип взрывчатки, это американский тип. Доставил его человек из клана Гамбино из Нью-Йорка. Он прилетел на Сицилию, научил обращаться с этой взрывчаткой. То есть все эти родственные, все эти клановые связи продолжали работать. Заканчивается это все полнейшим беспределом. Сицилийская Коза Ностра чувствует себя настолько вольготно, что она отстреливает прокуроров, кого не может купить. Она отстреливает, вплоть до того, приезжает целый бригадный генерал руководить операцией против мафии, его вместе с женой тоже расстреляли. И заканчивается это тем, что в начале 90-х годов итальянское общество в самом деле устает от мафии. В начале 90-х Антонио Ди Пьетро, это прокурор Милана, объявляет кампанию «Чистые руки». Кампания идет с переменным успехом практически 10 лет. Порядка 2000 человек оказывается на скамье подсудимых. Значит, чтобы просто широкими мазками рассказать, насколько была коррумпирована итальянская история. Значит, в ходе кампании «Чистые руки» было посажено на скамью подсудимых порядка 2500 человек. Это бизнесмены, чиновники, префекты, полицейские, судейские, прокурорские. Все были коррумпированы так или иначе мафией. Кто-то раздавал строительные подряды, кто-то раздавал подряды на вывоз мусора. Началось вообще вся кампания «Чистые руки» началось с того, что миланский прокурор раскопал левый тендер на обустройство дома престарелых. И он понял, что деньги просто уходили на подконтрольные мафии компании. Чтобы было понятно, итальянская система политическая в результате кампании «Чистые руки» была переоформлена. 4 партии, от социалистов до христианских демократов, полностью прекратили свое существование. Потому что их лидеры были все замазаны в коррупционных сделках с мафией. И вот на фоне этой истории журналистов, глав телеканалов сажали. То есть Италия вся была пронизана этими мафиозными связями. И сажали не только мафиози, сажали практически, в общем, всех, кто с ними был связан. Закончилось это тем, что на волне перезагрузки политической системы Италии появляется новая партия, да, «Вперед Италия», которую возглавляет Сильвио Берлускони. И он входит в политику, и злые языки говорили, что он пошел в политику, чтобы обезопасить себя от преследования миланской прокуратуры, потому что его брат Антонио уже сидел в тюрьме в этот момент, потому что на него дали показания, через него передавались все деньги при строительных подрядах, черных сделках по рекламе, слиянию нефтяных концернов. Везде Берлускони поучаствовал. Как он поглощал итальянские СМИ, все это тоже было покрыто такими, значит, серыми схемами. И, в общем, когда Берлускони пришел на политический Олимп, он говорил, что вот Антонио Ди Пьетро это молодец, прокурор Милана, он красавчик. Брата даже мы его посадил. Брат, конечно, незаконно посадил, а всех остальных законно. Но я поддерживаю «Чистые руки», Италия должна освободиться. И когда Берлускони становится премьер-министром, первое, что он делает, он начинает войну с Антонио Ди Пьетро. Против прокурора собирается все. Находит его любовницу. Где-то он там в ресторане, кто-то за него заплатил, его обвиняют в коррупции. Война идет жесточайшая, и Берлускони прокурора Милана сносит, и вся кампания «Чистые руки», в общем, заканчивается. Да, действительно, посадили огромное количество чиновников, банкиров, финансистов, мафиози. Часть из них потом выпустили при Берлускони, но, тем не менее, удар по мафии был нанесен серьезно. И до сих пор компания «Чистые руки», она считается такой образцовой, как государство, объединившись, может противостоять мафии. В свою очередь, компания «Чистые руки», она же тоже родилась не на пустом месте, да, она в 90-е началась и закончилась, а американцы начали глобально бить по мафии в 70-е годы. Это связано с мэром Нью-Йорка Джулиани, который сам был итальянцем, и он говорил, что я докажу вам, что вот у вас сейчас итальянцы все ассоциируются с мафией. Я мэр Нью-Йорка, я вам докажу, что мафию можно искоренить. И он действительно вместе с ФБР начал совершенно ожесточенную войну с мафией. Посмотрите на Netflix, как ФБР прослушивала мафиози, благодаря чему члены клана Гамбино, члены клана Банана, члены клана Дженовезе, многие оказались на скамье подсудимых. Но
все это случилось благодаря тому, что американцы приняли новый акт. Акт называется акт РИКО, он до сих пор существует. По нему можно связать одно преступление в целую криминальную сеть. То есть раньше как, хватали какого-то человека на улице, он вышибал, он в кого-то стрелял. Ну вот он и поедет в тюрьму на 10 лет. Сейчас от него, благодаря новому законодательству, можно выстроить целую сеть и доказать, что он был не убийцей, не просто убийцей, а исполнителем приказа и подтянуть на основании связи через 10-е колено босса мафии. Вот благодаря этому закону Джулиани и ФБР мафию начали громить. В этот момент боссом боссов американской мафии был Джон Готти. Это человек из семьи Гамбино. Он был тоже очень щеголеватый, он любил дорогие костюмы, эффектных женщин, давал интервью, говорил, что все время пытается запятнать мое честное имя, ему принадлежит гениальная фраза: «Я, в принципе, от жизни ничего не хочу, только хороший бутерброд с тунцом». Вот, ну и так далее. То есть его прослушивали, он просто на пленках есть его голос, где он говорил: «Я Коза Ностра, и буду, я не знаю, когда я умру, завтра или через 100 лет, я всегда буду Коза Ностра, всегда буду жить по понятиям. Приведите ко мне этого человека, если не приведете, просто скажите, что я убью его, потому что он был непочтителен». Все это было записано, и Джон Готти оказался в тюрьме. Вот, но он из тюрьмы себе позволял, конечно, потрясающие вещи. У него была драка с сокамерником, ему пробили голову, а он босс боссов, да, и сокамерник ему голову пробил. И он через адвоката передал: «Пожалуйста, передайте моим людям, что я $500 000 даю, кто вот этому человеку отрежет уши. Потому что я уже все равно сижу, какая мне разница». Вот, но он умер в тюрьме от рака горла, по-моему. В конечном итоге в 80-е годы был чувствительный удар нанесен по итальянской мафии, и она не была до конца разгромлена, но была жестоко подавлена, в общем. Но здесь американское правосудие уже подстерегала другая беда, потому что на сцену вышли латинские картели, латиноамериканские картели, на сцену вышли афроамериканцы, которые сделали серьезные уличные банды, а самое главное — это мексиканцы, пуэрториканцы и прочие Маро Сальватручи, которые начинали в Лос-Анджелесе и сейчас, в общем, контролируют половину Америки. И это настоящая беда. И это опять новое перерождение мафии. Мафия стала мобильная, интернациональная, подвижная. Появилась криптовалюта, появилась история о том, как можно выводить денег. А самое главное, что все оказались срощены. Вот когда мы говорим глобализация, это когда сникерс производится в Америке, картон для него производится там в Камбодже, а все это упаковывается на контейнеры в Китае там, и так далее. Вот в мафии, в криминальных структурах существует все ровно то же самое. Когда кокаин приезжает из Колумбии или из Мексики в Америку, улицу контролируют мелкий сбыт латиноамериканцы, большой сбыт контролируют итальянцы, за отмыв денег отвечает Панама, из Панамы деньги уходят в Латинскую Америку обратно, оттуда переваливают на бирже Сингапура, ну в меньшей степени, в большей степени Гонконга, там становится вообще не пойми чьими деньгами, инвестируется все это в Италии, часть этих денег зачитывается с итальянской мафией, потому что она получает кокаин по тем же маршрутам. В общем, все это прекрасно работает и живет. И на сегодняшний момент в Америке остается структура, которая родилась в 30-е годы. В каждом городе американском итальянская семья, которая управляет этим городом. И, соответственно, Нью-Йорком управляют 5 кланов. Это клан Дженовезе, клан Коломбо, клан Банана, клан Лукези и клан Гамбино. Клан Гамбино, который, вот эра Гамбино, она была с 60-х по 90-е годы. Все это сохраняется, никуда это не делось. Конечно, мафия не так всесильна, какой она была, но, тем не менее, она управляет большим американским криминалом. В Италии все то же самое. Коза Ностра — это сицилийская мафия, о которой и об ответвлениях, которые я вам сегодня рассказывал. Самая богатая мафия — это Каморра, это мафия из Неаполя, под ними строительный бизнес, вывоз мусора, огромные деньги, торговля наркотиками, проституцией, торговля людьми, огромное количество нелегальных беженцев из Китая просто в морских контейнерах туда приезжает и дальше распределяется по всей Италии. Третий, самый жесточайший клан — это Ндрангета, это Калабрезе, ребята из Калабрии. Посмотрите обязательно сериал «000», там достаточно хорошо это написано и достаточно хорошо показано. Практически весь кокаин, который приходит в Европу, контролируется Ндрангетой. И это самая жесткая группировка, в отличие от Каморры и Коза Ностра, она не имеет строгой вертикали, где есть босс,
как глава семьи, все им подчиняются. Ндрангета — это скорее такое собрание профсоюзов, если хотите. У них есть временный глава, капа криминале, ему вот есть много семей Ндрангета, каждая семья отвечает за свой кусок, а капа криминале, он контролирует их деятельность. Его до сих пор выбирают всеми семьями, согласно ритуалу, не палясь, у часовни, в маленькой деревне, все знают, где часовня находится. Самая жесткая группировка, которая вырезает свидетелей, стреляет в полицейских. В общем, Ндрангета — это серьезные кровожадные парни. Главный киллер у них — это албанцы сейчас, и ребята до сих пор контролируют весь кокаин. И четвертая группировка — это Сакра Корона Унита, это группировка из Апулии. Она занимается в основном контрабандой сигарет, контролем проституции. Это самая маленькая группировка из всех 4 итальянских кланов. Они своей тематикой избрали религию, у них все вокруг вот креста, все это очень религиозно, такое все это семейное, но это самый, будем говорить, слабый клан, из которых состоит сейчас Италия. Весь бизнес от проституции до последнего марихуанового косяка контролируется исключительно криминалом. Полицейские, я уверен, до сих пор получают за это деньги. И вот это огромная часть экономики, которая, в общем, и социальная, вы будете смеяться. Во время ковида, как вы знаете, Италия жестко экономически делится на север и юг. Север — это там, где Милан, и там, где есть деньги. Милан, Турин и деньги. А юг — это все, что Рим и ниже, Бари, Неаполь, где очень бедно, нет денег. И когда был ковид, и людям действительно было не на что покупать продукты, вот по слухам и по рассказам журналистов, Каморра, неаполитанская мафия, она раздавала еду, она давала деньги, она бесплатно кормила. И вообще в Каморре считается, что вот босс мафии должен жить в очень бедном квартале. Он не может жить ни на какой вилле, и до сих пор они живут в самых бедных кварталах, чтобы показать связь с улицей. И когда происходят специальные полицейские операции, местные жители полицию закидывают мусором, кидают в нее булыжниками и всячески препятствуют. Потому что спайка вот эта вот между улицей, между Каморрой, она до сих пор сильна. И вот, если вы хотите, вот Каморра такую социальную роль во время ковида играла. Она подкармливала население. И боссы мафии хвастливо говорят, что вот итальянское правительство на произвол судьбы, как обычно, бросило юг Италии. Ну, что делать? Мы же помогаем, мы здесь свои. Это же наша земля. И это очень важно. Итальянцы до сих пор считают, что вот Каморра очень важную роль играет, защищает от нелегальных иммигрантов, что она их контролирует, не дает никаким чужакам там никого обижать и так далее и тому подобное. Ну, ритуалы мафии, они вначале, можно было сказать, я скажу в конце. Вы понимаете, что действует в любой криминальной группировке закон Омерта. Как правило, ты клянешься на изображении святого. Когда тебя посвящают в семью, тебе протягивают изображение святого и сжигают его в твоих руках. То есть, если ты предашь своих товарищей, ты будешь гореть в аду. Капля крови, ритуальные клятвы, мафиози не может носить бороды и усы, то есть все это тоже присутствует. Я не знаю, насколько это сейчас соблюдается, но тем не менее мафия на этих ритуалах повернута, и главный ритуал — это, конечно, кровная месть. То есть тебя убьют, если ты дашь показания на кого-то из своей группировки. Ты не можешь говорить о делах семьи ни с кем, кроме семьи, и, в общем, все это до сих пор, безусловно, соблюдается. И вот Ндрангета, про которую я вам сказал, они вырезали свидетелей и клятва отступников просто совершенно без зазрений совести. И все знают, что лучше, конечно, не закладывать, не давать на них никаких показаний, потому что тебя убьют. Второй момент, о котором стоит сказать, сериал «Гоморра». Книга сначала написана «Гоморра» неаполитанским журналистом, который до конца своих дней, видимо, будет ездить с охраной. То, что он выпивал со своими приятелями из Каморры и потом написал про них книгу. Без согласования. И он на Каннском фестивале, когда представляли фильм «Гоморра», он был в сопровождении 3 федеральных агентов. Вот так. В конце, знаете, что хочется сказать? Был такой смешной советский фильм, комедия «Приключения итальянцев в России». И вот там был такой потешный итальянский мафиози Розарио Агро, который выкрикивал всякие глупости. От Розарио Агро еще никто не уходил, но и от него кто-то уходил в этот момент. Ну и он, в частности, сказал фразу «мафия бессмертна». И действительно, смотрите, сколько законов было принято во всех странах. В Америке, в Европе, в Италии. Но до сих пор мафия существует. Ведь она же не существует только в Италии и в Америке. Если вы спросите, например, а кто занимается криминальными делами в Австралии? Я вам отвечу, это ребята из Ндрангета. Это 4 семьи, которые были отправлены в Австралию. Чем они там занимаются, помимо наркотиков?
Кокаин возить туда далеко, продукт сыпучий. Туда ввозят китайские амфетамины и всякие прочие химозы. Что там еще есть? Большой сбор фруктов, которые продаются на рынках. Значит, за фрукты же надо платить кому? Итальянской братве. Все это существует в Австралии. В Канаде этим бизнесом тоже занимаются итальянцы. Вы будете смеяться, но и в Англии, где есть свои, в общем, мобы довольно серьезные, там тоже действуют дрангеты, и там тоже есть ее представители. То есть это система, которая работает с колумбийцами. В 90-е пришли славянские группировки с падением Советского Союза, русская, украинская. Они тоже начали работать с мафией. Есть еще две серьезнейших организации, о которых я сегодня вам не рассказал, в силу того, что время не резиновое. Японская якудза и китайские триады. Это тоже серьезнейшие картели, которые тоже завязаны с итальянской мафией, с американской мафией. Есть колумбийцы, и самое главное сейчас, самая жесткая сила в той части света — это мексиканские картели. И все это срощено, все эти люди друг с другом встречаются. И когда мы говорим о мировом правительстве, половина решений по логистике принимаются, конечно, этими ребятами, потому что через третьи подставные лица им принадлежит часть компании. И вот вы видите, сколько всего происходит. А вот взять наркотики, например, да, ведь каждую неделю мы читаем, взяли 120 килограмм, тонну кокаина. Ну как, это все не в желудках люди провозят, правда, на территорию Соединенных Штатов Америки. Говорят, вот департамент по борьбе с наркотиками Америки — это самая жесткая структура. А как же по 120 тонн в месяц приходит в Америку? Это вот, значит, либо эта структура не жесткая, либо она в доле, можно предположить, да? То есть все это работает, и я так думаю, что работать будет до конца наших дней, потому что там, где есть черные деньги, всегда есть люди, которые эти черные деньги контролируют, а поскольку государство функцией насилия делиться не хочет, но может сдать ее в аренду на неопределенное время, мафия всегда будет существовать. Вот такая вот история. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь на канал. Уже за 700 тысяч, это какая-то феноменальная цифра. Приходите ко мне с уважением и ставьте лайки.